Всем привет! У нас сегодня с вами омоложение орхидеи Ivory Pearl. Вот, пожалуйста, ее цветение. Я знаю, что сейчас вы мне скажете: Ирин, ну время-то совсем не подходящее. Период цветения, да, девчонки, не подходящее, но ждать я больше не могу и не хочу. Пока у меня есть, что называется, желание и ощущение того, что я сделаю правильно для этой орхидеи все, что вы сегодня увидите, поэтому я принимаю решение об омоложении. Почему? Вот эта орхидея со сменой системы содержания, она всегда у меня росла на тарелке во влагоемком грунте. Еще старая-старая посадка была. Там грунт был универсальный для орхидей. И когда я ей в летнее время, она у меня постоянно требовала воды, очень быстро просыхала, и мне, знаете, вот пришлось ей поставить второй горшок. Как только я поставила ей второй горшок, она благополучно все те корни, которые были в посадке, просто убрала в связи со сменой условий содержания. Понимаете, ей влажновато было, оказалось. Как оказалось. Вот. И поэтому она у меня в осеннее время, в момент формирования своих цветоносиков, она у меня стала убирать лист за листом. Ну, тогда, что называется, знаете, как говорят, да, не было особого времени и ощущения какого-то такого правильного решения по омоложению. Вот сегодня я принимаю решение по омоложению этой орхидеи. Я знаю, что у меня все получится. Тем более у меня есть сейчас вот этот шикарный грунт, компонент грунта, скажем правильно, да, триферн. Все предыдущие посадки, которые я делала с использованием этой добавки к коре, показывают стопроцентный выход орхидей из пересадок. Прекрасный выход, результаты очень хорошие. Поэтому сейчас я вам буду показывать именно тот метод, которым я буду пользоваться. Омолаживаю орхидею. Почему? Ну, у нее здесь, знаете, очень длинный ствол, уходящий вниз, корней там в посадке нет. И вот как раз по уровень вот этих воздушных всех корней, она воздушные корни дает, капец как. Поэтому сегодня у меня вся воздушная корневая система. Сейчас я найду последний такой живой хороший корешок и в этом уровне отрежу орхидею. Прям вот так беру за ствол и делаю срез. Она у меня цвела, это цветуниха. Ой, девчонки, мужчины, это... Слушайте, тут надо прям специальные такие садовые секаторы покупать для омоложения растений. Опять-таки, я вам всегда говорю, когда это действительно целесообразно и будет верным решением. Вы видите, я даже не достаю орхидею из горшка. Почему? Потому что у нее сегодня посадка будет только с воздушными корнями. Смысла доставать орхидейку из горшка нет никакого. Единственное, там есть какие-то корешочки. Сейчас я попытаюсь их высвободить. Я посмотрю, насколько они хороши. Ну да, там есть еще хорошие корешочки. Я вот так постепенно их по возможности достану. Они вот так достаются у меня. И то, наверное, я их сейчас все поубираю. Один только оставлю. Все, я вижу вот этот рабочий. Вот он корень. Он темный, потому что там грунт. Он очень плотный, корешок хороший. Потому что там грунт, я вам сказала, он очень старый. Посмотрите, какой грунт. Это, знаете, мусор, в который я сажала орхидеи давно-давно. Еще когда даже мы особо о коре-то такой не знали, понимаете. Сажала, ничего, приспосабливалась. В том числе и к поливам в этом грунте. И все росло отлично. Место среза абсолютно хорошее, чистенькое. Смотрите, какое сухое основание. Там ничего больше не зачищать не нужно. Когда вы омолаживаете растение, не забудьте про то, что вам необходимо дать орхидее возможность подсушить вот это место отсоединения. Несколько часов, 5-6, а вообще лучше ночь. Тогда не будет проникновения. Здесь будет очень плотная мембрана. Ну, мембрана за счет образования такой непроницаемой корки. Ну и здесь можно чем угодно. Споробактерином мембрану сделать, зеленочкой, перекись сюда можно капнуть и дать несколько часов для подсыхания. Я сейчас... Ой, слушайте, ну грунт прям настолько он уже разложился. Вот видите, тут у него прям труха-труха. Ну, она была у меня кандидатом на пересадку, но я вовремя это не сделала, к сожалению. Есть хорошие грунтовые корни,
вот один-два, но основная масса это воздушные корни. Вы видите, сегодня орхидея будет пересаживаться практически со стопроцентной корневой системой. Я сейчас уберу все то сухое, что находится вот с этой стороны шейки растения. Ну и, собственно, это все, что можно укоротить. Так, вот этот сейчас уберу. Он вроде наполненный, но хвостик у него хлюпающий. Вот так. Это хороший темный корень. Просто потемнел он в результате того, что он находился вот в посадке. И сейчас я убираю. Так, вот этот еще вижу. Не, этот не буду укорачивать, потому что он здесь вот на кончике хороший. Он расправит веломен, я больше чем уверена. И сейчас я... Так, вот он еще нашла. Когда вы укорачиваете корни, если он такой вот сухой полностью, отрезайте его у самого основания, не оставляйте ничего. Можно просто, кстати, оставить корневой тяж, корневую нить, а веломен снять, оболочку. И я сейчас подзачищаю вот эти вот остатки от старых листиков. Ну, как я обычно это делаю. Смотрите, что у меня получается. Я определила место среза, но сейчас я вижу, вот когда у меня орхидея уже в руках находится, сейчас я вижу, что у меня вот тут цветонос находится в самом-самом нижнем уровне вот этого вот ствола растения. И здесь у меня буквально пару таких самых коротеньких стареньких корешков. Поэтому мне можно укоротить этот ствол еще на полсантиметра, что, собственно, сейчас я и сделаю. Сейчас нахожу место. И вот так вот укорачиваю. Если есть такая у вас возможность, обязательно это сделайте, чтобы ствол растения не уходил в посадку. Опять-таки, все по возможности. Отлично. Все. Очень хорошее место среза, сухенькое. Хорошая живая ткань старого стволика. Вот как выглядит корневая. Стволик зачищенный. Не надо там где-то, знаете, вот вы видите что-то там темненькое такое, как вам кажется. Не нужно упираться и пытаться все там сошкаблить и, как вам кажется, ненужное удалить с растения. Это не всегда так. Вот. Прям вот еще я увидела чешуечку. Так, все. Вот место среза. Видите, все чистенькое. И получается, что я укоротила даже, по-моему, побольше, чем на 0,5. Вот, собственно, такой вот маленький стволик из сухого старого основания. Где-то 2,5 сантиметра. Вот я вот так вот смотрю. У нее вот здесь 2,5 сантиметра. Это нормально. Что я сейчас буду делать? Сейчас я корневую, и еще я укоротила немножко цветоносик. Вот здесь вот даже один срезала с цветами. Думаю, ладно. Не буду убирать вот это все, что на ней сейчас есть. Пусть будет. Всегда срезать цветоносы я успею, если что-то я увижу не то. Но, как правило, я уже приспособилась к таким орхидеям, которые не совсем вовремя отсоединяются, пересаживаются. Сегодня у меня какое-то такое полное ощущение того, что все будет хорошо. Я всегда прислушиваюсь к себе. Вот если я понимаю, вот знаете, бывает такое, вот не хочу подходить к орхидее и не подхожу. У меня литр, 200 мл воды, тепленькая водичка. Я сегодня как антистресс буду использовать стимул, который растворяю я всегда 2 мл на 400 грамм воды. У меня литр 200, я сегодня возьму 10 миллилитров стимула. Но как-то мне так подпридумалось. 10, можно было 8 взять, но я возьму 10, потому что он иногда разводится, вот стимул, если нужно сильный антистресс дать, его можно развести
2 мл на 200 мл воды. Вот, поэтому я развожу сегодня так. Зелененький, видите? Сегодня у меня, я открыла новую пачку. Заканчивается он у меня со скоростью света. Я очень часто использую как антистресс при пересадке орхидей. Стимул, живо, отлично. Циркон. Циркон для всех частей. Когда у меня для всех частей растения подходит. Когда у меня спрашивают: Ирина, нет циркона, можно ли эпин? Эпин по корням не дается. Есть у меня на канале видео. Эпин работает только по листу. Без толку вы будете эпин добавлять по корневой. Все, мы готовы. Я сейчас опускаю орхидею, насколько у меня это получится. Я даже сама не знаю, насколько у меня это получится. В воду. Ну, знаете, насколько? Я ее опущу в воду минут на 40 час. Ничего за это время с орхидеей не случится. Сейчас у меня начнут вот эти корешочки увлажняться, и я потихонечку, как бы вот так вот в водичку ее буду постепенно опускать. Как бы вот так вкручивая и присаживая. Не давите, корни полопаются. Она давно, видите, вот она уже пить, ей нечем питаться, корневой в этом грунте не осталось совсем. Вот, и поэтому каждый раз вот при обзоре зимнем и летнем цветения орхидеи, я вам ее показывала, она очень многим нравится, это моя забавница, очень классная орхидея, но вот пришло время омолодить. Видите, вот именно вот в этом случае, когда нижняя корневая система дает сбой и отмирает, вот в этом случае я всегда омолаживаю орхидеи. Это одна из возможных причин для омоложения орхидеи. Все. 40 минут, час, ничего страшного. Потом, что я буду делать? По истечении этого времени я достану растение, положу ее на кухонный полотенчик, для того, чтобы она у меня сохла. И прикрою место среза. Вот, кстати, место среза у меня сейчас тоже опущено немножко в воду. Можно чуть-чуть приподнять, чтобы место среза не было опущено. Если был бы привикур, можно опустить и прям ствол в привикур. Здесь я не очень люблю такие вот свежие срезы опускать в стимулирующие составы, поэтому чуть-чуть приподняла. Вот сейчас не касается стволик водички. После извлечения орхидеи из этого раствора место среза покрою. Ну, давайте сегодня я решу покрыть, например, зеленкой. И все. И оставляю минимум на 5 часов для подсыхания места среза. Прошло 6 часов после того, как я укоротила ствол у этой орхидеи. Вот, посмотрите, сейчас все прикрыто. Здесь уже прям, знаете, такая очень плотная, сухая поверхность. Все то, что нужно. И корневая система вот так выглядит перед посадкой этой орхидеи. Сейчас листики я буду фиксировать, все буду делать как положено. Все увидите. Состав грунта. Из чего будет состоять сегодня грунт для этой орхидейки? Кора разной фракции я беру. Это не влагоемкая кора. Рыжая, видите? На этот, кстати, горшок 1,5 литра. Сейчас я вам расскажу, что там на дне. Поэтому сейчас я буду брать ориентировочно необходимое количество грунта. 2 щепотки этой коры. Дальше, именно для этой орхидеи взрослой. Это орхидея европейского стандарта. То есть она взращивалась всегда в условиях другого грунта, нежели мох. И росла она у меня, знаете, могу сказать, вот влагоемкая посадка для этой орхидеи скорее была какой-то экстремальной. Но потом орхидея приспособилась к этой посадке, именно вот в этот универсальный грунт, влагоемкий для орхидей. Она приспособилась, в принципе, она стала хорошо расти. Вот. Но я понимаю, что со сменой условий содержания, более влагоемка, когда я ей приспособила второй горшок, она отреагировала плохо. Поэтому я буду делать для этой орхидеи грунт, но это не грунт, а это скорее смесь, компоненты, которые
будут состоять из коры, скорее средней фракции. Может быть, где-то будут попадаться и крупные, но сильно крупные я буду убирать. Я вот сейчас выбираю вот такие. Вот, видите? Вот эта кора у меня 18-25, но я выберу более мелкую фракцию, крупную я оставлю. Есть тут сильно большие куски у этой коры. Вот, я возьму помельче. Ну и, конечно, триферн. Куда без триферна? Вообще никуда. Так, вот эти вот такие вот деревяшки я убираю. Они здесь не нужны. Они не дают того эффекта, который нужен при посадке орхидей. Вот, видите, такая миксовочка. Получается где-то процентов 25 у меня вот этой рыжей коры, и все остальное орхиата. Орхиата, вы знаете, что технологически подготовленная кора, которая готова обеспечить в посадке необходимую уже влагоемкость. И сюда, ну сколько здесь получается? Меньше литра разнофракционного грунта из коры. И вот триферн. Вот именно для этой орхидеи я возьму всего лишь 10% триферна, потому что знаю о ее специфике роста к требованиям влажности, влагоемкости и так далее. Вот так выглядит грунт. Размешиваю. Триферн даст хорошие свойства в посадке. Он будет быстро увлажняться при поливе, но при этом от него потом и кора будет хорошо увлажняться. Вот, видите? Тут его, ну, совсем немного. Но он на дно опустился. Я сейчас его буду так стараться в общий объем заводить. И смотрите, у меня кокосовое волокно, понятно, куда оно идет. Крестообразный вырез на дне горшка, который ставится вот на эту тарелку. Вот такой сегодня у меня горшок, 1,5 литра, я вам сказала. Есть вот это вот окошко для подглядывания уровня воды, чтобы не переливалось ничего. В крестообразный вырез у меня идет цеофлора. На цеофлору у меня идет кора, вот эта невлагоемкая. Вот видно, да? И сейчас вот на это все у меня идет увлажненное кокосовое волокно, которое я вспушу и сделаю такой нужный хаос, чтобы она как кружева заплелась. Увлажняю и в горшок. Вот так. Оно пока вспушенное. Сейчас корни начнут ее придавливать. Кокосовое волокно в обязательном порядке промываю. Просто водичкой раз 5, потом фильтрованной водой прополаскиваю. И сохнет оно у меня естественным путем. Сейчас, благо, есть система отопления, батареи, которые быстро позволяют... Я прям на батарею ставлю вот эту вот мисочку, в котором промываю кокосовое волокно, и все. Беру орхидею. Нет, вначале я не беру орхидею. Вначале я чуть-чуть увлажню корешочки воздушные, чтобы они у меня не треснули во время размещения. Все, вот видите, они быстренько позеленели, буквально 3 минуты уже все готово, потому что они внутри напитаны. Целый час орхидея простояла в стимуле. Чуть-чуть я их меняю им местоположение, потому что они запутаны. Кладу в горшочек. И начинаю вращательными движениями немножко вот так вот туда руки, распутывая все, что там запутывается. Вот так вот вкручивать орхидейку. Она, в принципе, заходит очень-очень хорошо. Она уже практически зашла, видите? Для вас видеокамера установлена чуть выше, поэтому вам кажется, что орхидея наверху. Поверьте, она уже где надо. Выводим корни
во внешний контур с помощью рук. Туда я всегда так делаю, завожу руки и вот так, вот так, вот так, вот так, как бы ее чуть-чуть присаживая, разводя при этом вот так корешочки в разные стороны. Вот, все, она в домике. Отлично. И у меня так получится, смотрите, и шейка не низко пойдет. И, ну, то есть, вот смотрите, вот сейчас вот так располагается. Как она будет именно находиться в горшке при посадке. Начинаю добавлять грунт. В нижний уровень, конечно, все самое крупное. Ну, как получается. Постепенно добавляя, каждый раз или через раз встряхивая кору в посадочку. Пока я делаю акцент на заполнение вот внутреннего объема горшка. Потом уже я буду делать прокладывание коры по стеночкам. Невлагоемкую кору укладываю под основание растения, там, где у меня срез. Эта кора никогда не увлажнится. Теперь как раз у меня трифернчик пошел, который там внизу осел, как мелкая фракция. Он как раз сейчас расположение у него будет именно то, которое я задумала, чтобы не переувлажнять низ, а тем более одна воздушка в посадке. Тургор она наберет очень быстро. За счет чего? За счет вот этого влагоемкого компонента. Но он не влагоемкий, он скорее, знаете, такой капиллярно правильный, капиллярные свойства у этого субстрата триферн, да? Сейчас я вам показываю очень много посадок именно с использованием этой добавки. Увлеклась, да, вы видите, что я реально увлеклась этой добавкой, потому что результаты, они меня просто ошеломили. Даже самхом, кора самхом не дают вот такого быстрого эффекта восстановления тургора. Но мох, он скорее, знаете, он влагоемкий, при этом у мха нет правильной такой нужной аэрации. Хотя вот если нет триферна, размешивайте кору, рвите мох, размешивайте его с корой, где-то процентов тоже 7-10 в уровне коры. Вот так вот смотрите сами и добавляйте. Когда его немного, он не навредит, но поможет и коре стать влагоемкой, и поможет вообще в посадке. Свойства нужные даст, и чтобы все сложилось хорошо. Так, давайте посмотрим, что у нас там по воздушным местам.
куча их воздушных мест. Сейчас я всегда так делаю. Кстати, вот эти горшочки, они очень удобны тем, что они очень такие, вот видите, я их деформирую очень элементарно. И я вот так, смотрите, сжимаю горшочек, делаю его овальным, и туда вот так аккуратненько, мимо корней, у меня прям кора заходит. Вот, видите, она уже на месте. Продвигаемся сюда, и сюда уровень выдаем. При этом корни совершенно не повреждаются. Вы понимаете, про что я говорю вам. О, деформация шикарная. Кстати, горшки, они дешевле, чем те же самые Арте или какие-то другие, там, Каппадокии, Дуня. Вот эти горшки, вот за этот горшок я отдавала что-то в районе 80 рублей, по-моему. Да, маленький горшок я покупала, литровый. Я отдавала за него 70, по-моему, а вот за этот что-то в районе 80 или 85. Вот, поэтому и удобны они в посадке. Сейчас вот у меня много растений в них пересажены. Тоже могу сказать, что автополив, система автополива – это волшебное слово, которое и волшебство нам показывает в посадке. Мне очень нравится, как система автополива работает. Вот она у меня еще даже, знаете, вот я ее прям отсекла, она у меня прям на глазах тургор это потеряла в плане того, что она там лишилась всего того, что, ну, что-то, наверное, было там у нее в посадке. Ничего, сейчас у меня 2 дня, и я обязательно вам ее сниму, обещаю. Первый полив этой орхидеи у меня будет проходить. Сейчас еще немножко грунт добавлю. Опрыскиванием по поверхности плотным. Можно грушей вот так вот, аккуратненько, вот так вот попроливать. Триферн увлажнится от него через какое-то время кора и корни. Видите, он у меня в разном уровне располагается и попал именно туда, куда нужно. Так, я возьму сейчас... Требует этого ситуация, потому что шейка укорочена. Проложу вот эту вот рыжую кору вот так точечно около ствола. Я не забиваю сильно, оставляю там окошки воздушные, чтобы шейка растения находилась у меня в хорошем таком пространстве завоздушенном. Вы, наверное, заметили, что вот на наращивание корневой системы я в миксовке беру мелкую кору. Ну, она такая меньше средней, это 9-12. Сегодня я взяла самую крупную кору из линейки Орхиаты, фракции 18-25, но при этом выбираю помельче кусочки, особенно на поверхность. Так, добавила. Сейчас я добавлю остаток. Вот литр триферна у меня, его хватило на 5 посадок литра. Ну, все зависит от того, сколько вы будете его добавлять. Сейчас у меня постоянно спрашивают, где заказывать триферн. Девчонки, поищите на просторах соцсетей. Вот этот триферн мне присылала Светлана Целикова. Он у нее есть в продаже. Можно, группа ВКонтакте. Мох кора Светлана Целикова. Так называется группа. Ага, все. Я втрясываю. Видите, как все хорошо получается. Теперь вот сюда, с этой стороны, здесь у меня нет корней. Я поставлю палочку для того, чтобы зафиксировать цветонос. Ну и, собственно, пока листики. Потом в этом необходимость отпадет. Так, фиксация цветоноса, чтобы у меня растение ровно стояло. Сейчас, чтобы не завалить. Здесь, кстати, она у меня всегда, вот эти цветоносы в бок. Вы видите, вот в бок. Потому что эта орхидея у меня растет в объединенной красивой ладье. Там стоят у меня 3 орхидейки. Вот, и поэтому
Все цветоносы к окну тянет. Там у меня нет доп. Подсветки, но она стоит на полу, эта ладья, в зимнем саду. И получается, что орхидея, ну, в принципе, все те 3 красавицы, которые растут у меня в объединенной ладье, они не в общей посадке, они каждая в своем горшочке. Получается, что каждая красавица, ну, по крайней мере, по своему развитию, они мне показывают, что у них все хорошо и им всего хватает. Ну вот. Все. Посадка произведена. Смотрим на результат расположения корневой системы в посадке. Я вам подробно все показала. Корешочки для контроля видны. И это самое главное. Про полив я вам тоже сказала. Полив будет опрыскиванием, но вероятно, может быть, через часика 3-4 я это сделаю. Все-таки корневая система, вот она располагалась так, что ни одного протрескивания, ни одного механического повреждения корня я не слышала. Обычно они, когда трескаются, это очень хорошо слышно. Здесь не было, поэтому я сделаю полноценное опрыскивание через пару часиков этой орхидеи. А следующий долив воды по мере просыхания корневой системы и вот этого богатого грунта. Все, я надеюсь, вам сегодняшняя пересадка вот этой красавицы понравилась. Я думаю, что даже смотрю, веселые цветочки на момент пересадки стали невеселыми. Но этого требовала ситуация, чтобы я выдержала растение достаточное время для подсыхания среза. Очень часто, знаете, сейчас особенно малыши, обращайте внимание, пересаживайте, если деток, вот там нужно уделить внимание и дать время подсыханию среза. У малышат это очень большая проблема, место среза. И если начинается какая-то гниль в результате того, что не подсохло основание, то все. Растение маленькое очень сложно спасти, поверьте мне. Желаю вам здоровьица крепкого. Всего вам самого-самого наидобрейшего. Рада была встрече с вами. До новых встреч. Всем пока-пока.